Мандарины. Такие сладкие, вкусные, иногда кислые. Но с чем они у вас ассоциируются? С Новым годом, конечно же. Сегодня мы приготовим самый новогодний рецепт. Всем привет, друзья! Мандарины нужно будет очистить от кожуры. С этим справится мой маленький помощник. Ну а мы в глубокую тарелку вбиваем 4 куриных яйца. К яйцам обязательно добавляем небольшую щепотку соли и всыпаем 1 стакан сахара. Берем миксер и вначале на маленьких оборотах, а затем миксер включаем на максимальные обороты, взбиваем яйца с сахаром до тех пор, пока полностью растворится весь сахар. Время взбивания все зависит от вашего миксера. Сахар должен будет раствориться, а масса у вас должна будет превратиться в такое вот кремоподобное состояние. Она будет густой и не слишком сильно сползать с венчиков. После того, как вы хорошо взбили яйца с сахаром, в эту смесь нужно добавить обязательно 1 чайную ложку разрыхлителя. Затем берем 1 стакан муки и вначале на маленьких оборотах миксера, затем постепенно обороты миксера будем увеличивать. Муку будем добавлять в 3 приема. Стакан нужно будет разделить примерно на 3 порции и тоже хорошо взбить, чтобы мука хорошо смешалась с тестом. Получится уже более густое, хорошее тесто. Я вам даже больше скажу, с этого вот теста получаются очень хорошие бисквиты для тортов. Готовое тесто отставляем на минутку в сторонку. Уже очищенные мандарины нам нужно будет разрезать ровно пополам. Каждую мандаринку разрезаем вот таким вот образом ровно пополам. Берем форму для выпечки, любую, которая у вас есть. Застилаем ее обязательно пергаментной бумагой со всех сторон. Затем дно формы нужно будет посыпать вот таким вот образом сахаром. Примерно 1-2 чайные ложки у вас должно будет пойти. Ну и нужно будет разложить полностью все мандаринки, которые вы разрезали, разрезанной стороной вниз на сахар, заполняя полностью всю форму. Старайтесь разложить как можно плотнее, чтобы мандаринки были друг к другу поплотнее, чтобы между ними как можно меньше было пустого пространства. Ну и вот как-то так у меня получилось заполнить мандаринами мою форму. Ну а затем берем тесто, которое вы приготовили, и полностью все отправляем вот таким вот образом в форму наверх на мандарины. Тесто будет немножко густовато, поэтому не спешим. Отправляем все тесто не спеша, чтобы оно как можно больше, как можно лучше заполнило все промежутки между мандаринками. В конце ложкой хорошо тесто выравниваем, чтобы получилась более-менее ровная поверхность. И после этого отправляем форму в духовку, разогретую до 190 градусов, примерно на 45 минут. Но время выпечки будет зависеть от вашей духовки, так что смотрите по своей духовке. Через 45 минут достаем все из духовки. Посмотрите, как все получилось румяно, как наше тесто хорошо поднялось. Берем зубочистку и проверяем. Ничего не прилипает, значит наш пирог уже готов. Дадим ему немножко остыть, а затем посмотрим, что же у нас получилось. Через несколько минут снимаем разъемное кольцо, снимаем пергаментную бумагу и посмотрите, как красиво все получается, как легко бумага отстает от теста. Аккуратно переворачиваем все в тарелочку, снимаем дно формы, а затем только снимаем пергаментную бумагу. Бумага тоже отстает очень хорошо, ничего нигде не прилипает. И вуаля, какая новогодняя красота у нас получилась. Как будто бы похоже все на ромашки. Непосредственно перед подачей пирог можно будет присыпать сахарной пудрой. Таким образом он будет еще вкуснее. Но смотрите, как он легко нарезается. Каким он получился мягким, можно сказать, просто воздушным. Ну что ж, друзья, на это у меня на сегодня все. Если вам понравилась такая новогодняя идея, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Ну а если вам не понравилось, пишите в комментариях, что именно вам не понравилось. Пишите свои рецепты новогодних пирогов или же новогодних десертов, тортиков. Думаю, не только мне будут полезны и интересны ваши комментарии. На этом все. Всем пока, до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.